Дороги, дороги. Что может быть круче, чем, сидя за рулем суперкара на запредельной скорости, пронестись по скоростной дороге, получая мощный заряд адреналина? А как насчет дорог, которые состоят из сложных и опасных горных перевалов, крутых обрывов, изгибов и поворотов, запутанного клубка объездных мостов или просто представляют из себя непроходимую местность? Они причиняют массу неудобств и беспокойств, пока их пересекаешь, но ты чувствуешь себя героем, когда оставляешь их позади. Давайте познакомимся с некоторыми негостеприимными трассами, которые стоило бы пометить в навигаторах, как трассы, охраняемые самой смертью. Коль-де-Турини – горный перевал на юге Франции в Альпах, расположен более чем на 1600 метров над уровнем моря. Это одна из наиболее интересных дорог на Земле. Высшая точка Коль-де-Турини – 1607 метров. Ослепительная серия горных вершин в начале на севере дороги и в конце въезд в ущелье с горной рекой слева и крутой каменной стеной справа. Он славится в ралли Монте-Карло, и его трижды включали в Тур-де-Франс. На дороге от крутых обрывов автомобиль отделяет лишь небольшой бордюр высотой 10 сантиметров. Опасность для водителей представляют и животные, часто выбегающие на трассу. Горный туннель Гуолян переводится как «дорога, не прощающая ошибок». Туннель является частью горного серпантина. Строили его 13 местных жителей. Многие из них погибли в результате несчастных случаев. Протяженность туннеля около 1200 метров. Средняя ширина дороги всего 4 метра, что делает ее невероятно сложной и опасной для преодоления. Чтобы осветить дорогу, в скалах было пробито 30 огромных дыр окон. И до настоящего времени горная дорога с туннелем – единственный путь между деревней Гуолян и внешним миром. Дорога Лех-Манали протяженностью около 500 километров проходит среди горного хребта Гималаев через несколько самых высоких горных перевалов в мире, достигающих 4850 метров выше уровня моря. Это одна из самых сложных дорог в мире, со снегом, оползнями и сложным ландшафтом. Для автотранспорта она открыта лишь 4 месяца в году и привлекает огромное количество туристов. Двигаться по дороге рекомендуется со скоростью не более 30 км в час, а на некоторых участках пути не более 15. На горном шоссе постоянны серьезные пробки, а на обочинах буквально каждый день можно увидеть перевернувшиеся автобусы и грузовики. В Боливии находится известная во всем мире дорога смерти. Это очень узкий, с резкими поворотами горный серпантин длиной 70 километров. На трассе практически полностью отсутствует какое-либо покрытие и ограждающие конструкции. По данным статистики, ежегодно на дороге погибает от 100 до 200 человек. Туристические автобусы и грузовые автомобили, которые не могут благополучно преодолеть узкие участки пути, соскальзывают в обрыв. Трасса берет начало на высоте 330 метров над уровнем моря и постепенно поднимается на высоту 3600 метров. В 1995 году дорога смерти была признана самой опасной на планете. Дорога Джеймса Далтона на Аляске проходит через ледяную пустошь вдоль Транс-Аляскинского трубопровода и заканчивается недалеко от побережья Северного Ледовитого океана. Она считается самой изолированной и самой заснеженной, ведь на Аляске снегопады случаются даже летом. Отправляясь в поездку по этому шоссе, запасы еды и воды необходимо брать впрок. На шоссе длиной 667 километров всего 3 поселка, в которых живут 60 человек. Несмотря на отдаленность от цивилизации, по дороге проходят около 160 грузовиков ежедневно летом и 250 зимой. Каракарумское шоссе – трасса длиной 1300 километров, проложенная по участку Великого Шелкового пути и связывающая пакистанский Исламабад с китайским Кашгаром, является самым высокогорным международным шоссе в мире. Трасса пересекает горную систему Каракарум на высоте 4693 метров. Большая часть дороги не имеет твердого покрытия.
Начав в 1966 году, трассу пробивали 21 год, погибло при строительстве около 1000 человек. В зимний период дорогу закрывают из-за опасности схода лавин, а весной потоки с гор размывают полотно. Кроме того, случаются оползни и камнепады, полный набор для трассы в горах. Атлантическая дорога – самая красивая и живописная автотрасса в мире. Шоссе длиной 8,5 километров проходит по северному побережью Атлантического океана и состоит из дорог, необычным образом соединяющих несколько островов, и 12 мостов, напоминающих американские горки. Самой высокой точкой трассы является Пьяный мост или мост в никуда, поднятый на 23 метра над водой. Он извивается, и если смотреть с определенного угла, его вершина направлена вверх, а проезжающие по нему машины словно взлетают в небо. В ветреную погоду волны вырываются прямо на дорогу, поэтому спасательный жилет совсем не помешает. Stelvio Pass Road расположена в восточной части Альп Италии. Перевал дороги находится на высоте около 2757 метров над уровнем моря и удивляет не только своими роскошными пейзажами и идеальным дорожным покрытием. Трасса насчитывает 60 крутых поворотов, где автомобиль разворачивается почти на 180 градусов. Чтобы преодолеть их, потребуется не только большой опыт вождения, но и крепкий вестибулярный аппарат, так что любоваться красотами Альп водителям не приходится. Горный переход является одним из лучших непрерывных маршрутов со шпильками в мире. Для проезда трасса открыта с начала лета до конца сентября, пользуется необыкновенной популярностью у экстремалов. Сычуань-Тибетское шоссе. Дорога, на которой регистрируется более 7500 смертей на каждые 100 тысяч водителей, явно достойна того, чтобы ее опасаться. Из-за постоянных обвалов камней и схода снежных лавин трассу нередко закрывают на долгие месяцы. Шоссе, которое расположено высоко в горах, дороги узкие, часто облачно, одно из очень красивых мест, но и наиболее проблемных дорог региона и даже мира. Шоссе $1 000 000. Его первая часть была построена мигрантом из России Отто Мирсом еще в XIX веке. С тех пор шоссе претерпело ряд изменений, но сохранило статус крутой, извилистой и не прощающей водительских ошибок дороги. Согласно фольклору, один из первых первопроходцев этого ущелья с большим количеством узких мест, острых поворотов и крутых склонов сказал: «Вам нужно заплатить мне $1 000 000, чтобы я снова согласился проехать по этому маршруту». Шоссе на $1 000 000 является частью живописной трассы Сан-Хуана. Мы рассказали о некоторых дорогах, которые находятся так далеко, высоко и настолько опасны, что в некоторых случаях, чтобы проехать по ним, придется рискнуть всем, что есть, в том числе и собственной жизнью. В следующем ролике мы продолжим свой рассказ. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.